Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 6 марта, понедельник. И сегодня мы с вами поговорим в основном о разведке, в общем, о тайных поставках оружия. Но начать я хотел бы с краткого, я думаю, интересного для моих зрителей сообщения. Согласно новому анализу Центра стратегических и международных исследований, который находится в Вашингтоне, за первый год войны в Украине Россия понесла больше потерь, чем во всех своих войнах со времен Второй мировой войны вместе взятых. Среднее число погибших российских солдат в месяц по меньшей мере в 25 раз превышает число погибших в Чечне и в 35 раз число погибших в Афганистане. Это кошмарные, для меня кошмарные цифры, потому что я помню войну в Афганистане, тогда учился в университете Патриса Лумумбы. Он находился на трассе из Внуково в центр города по Ленинскому проспекту. И регулярно по этому проспекту ехали военные автомобили, грузовики, в которых мы видели, то есть проезжающие, проходящие могли видеть цинковые гробы. И это та война, которая, как считалось, погубила или переломила хребет Советскому Союзу. Но теперь, оказывается, Россия несет потери в 30 раз больше. При этом отмечается в исследовании, что украинские военные показали замечательные результаты в ходе этих военных действий, которые показывают, которые в значительной степени имеют место благодаря новой инновационной, как пишется, тактике своих вооруженных сил в результате обучения инструкторами стран НАТО. Еще одно интересное сообщение. В начале марта, а точнее в первых буквально числах, 2 марта она началась и продолжалась, по-моему, дня 2-3. В Индии, в Нью-Дели состоялась никем не афишируемая встреча начальников разведок 25 стран мира, среди которых присутствовали британские Ми-6, там был представитель Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки, некоторых других стран НАТО. Там же были страны, которые входят в так называемую пятерку разведорганизаций сестер или пятерка ушей, пятерка глаз, куда помимо НАТО, помимо Соединенных Штатов, Канады, Великобритании входит еще Австралия и Новая Зеландия. Остальные участники – это в основном страны, как называются, как пишет британская The Guardian, это в основном страны Восточной Азии. Основная тема дискуссии – это была война в Украине. И один из топиков, который обсуждался на этой встрече, это были тайные поставки оружия. Прежде всего Российской Федерации, потому что в Украину идут открытые поставки оружия со стороны союзников, поскольку война со стороны Украины – это, можно сказать, отечественная война, война справедливая за освобождение временно оккупированных территорий. Итак, тема – тайные поставки оружия. Вчера я обратил внимание на статью из Jerusalem Post по поводу интересного корабля. Вернее, не корабль, это судно, которое прошло через Босфор. И, как пишет Jerusalem Post, оно шло со Средиземного моря в Черное море. Это было российское судно под названием «Спарта-4». Это одно из 4 судов, которое принадлежит российской компании «Юг ЛЛС». И компания, и все ее 4 судна, в том числе вот этот «Спарта», они
находятся под американскими санкциями в связи с тем, что были замечены в поставках оружия России. Как пишет Jerusalem Post, а также Naval News, это интернет-ресурс, который наблюдает за прохождением кораблей через Босфор и Дарданеллы, а я должен вам напомнить, что Турция официально закрыла проход кораблей через эти проливы, в том числе тех, которые доставляют грузы, в том числе военных кораблей, которые движутся со Средиземного моря в Черное море. Так вот, эта Спарта, по наблюдениям вот этих двух ресурсов, о которых я сказал, регулярно циркулирует между портом Новороссийск и сирийским портом Тарту. И Турция пропускает, несмотря на объявленный запрет. Здесь можно объяснить в данном конкретном случае тем, что, по крайней мере, один из рейсов этого судна был связан с поставкой гуманитарной помощи Турции и в какой-то степени в Сирию в связи с недавним известным землетрясением, которое унес жизни примерно 50 тысяч человек в Турции. Но есть подозрение, что российские военные используют этот предлог для тайной поставки оружия. Оружие из Сирии, из порта Тарту в Новороссийск, где корабль разгружается, ну и дальше оружие поступает тем частям, которые воюют в Украине. Ну, понятно, что у российской группировки в Сирии не так много оружия, то есть оно есть, но это не та амуниция, не те боекомплекты, которые позарез необходимы сейчас Российской Федерации. А необходимы они отчаянно. По оценкам международных исследовательских организаций, а также по данным британской разведки, где-то с декабря прошлого года производство боеприпасов Российской Федерации сократилось примерно вдвое, но не менее. Не менее чем в 2 раза. И их отчаянно не хватает. Не хватает до такой степени, что вот Пригожин вчера, сегодня публично стенал по поводу того, что его группировке, его банде Вагнер никак не дают боеприпасы. Хотя, как он заявляет, он находится, орудует на центральном участке фронта, самым ответственным, Бахмут. И если Бахмут будет сдан, то это конец всему. Ну, он, конечно, драматизирует ситуацию в значительной степени, но надо признать, и российские так называемые независимые аналитики признают, что это, собственно говоря, самый активный очаг боевых действий со стороны Российской Федерации, потому что там, где находятся регулярные части, там вообще полное затишье. Так вот, значит, нет даже для Вагнера, даже на самом важном участке фронта. И это после того, кричит Пригожин, как ему наконец-то было обещано пополнение боекомплектом, после того, как он последними словами обозвал руководство Министерства обороны и вообще это командование, которое руководит сейчас операциями российскими в Украине. Что-то происходит среди руководства тех сил российских, которые, значит, орудуют на территории Украины. С одной стороны, это Пригожин и Кадыров, с другой стороны, это руководство Министерства обороны. Возможно, вы слышали, слухи ходят по поводу того, что и с Кадыровым что-то случилось. Якобы у него в очень плохом состоянии почки, якобы его отравили, и якобы приехали к нему уже доктора. Или то ли его вывезли на самолете, то ли сначала к нему приезжали доктора. Короче говоря, что-то неладно со здоровьем. И что-то мне подсказывает, что в обозримом будущем нечто нехорошее для него и хорошее для всего остального мира может и случиться и с самим Пригожиным. Но зафиксируем факт, что боеприпасов не хватает, поэтому России они нужны позарез.
Основные поставщики, потенциальные и реальные, потенциальные, оружия для Российской Федерации – это, как известно, Китай и Иран. Начнем с Китая. Мы уже обсуждали в недавних видео по поводу того, как обстоит ситуация в этой области. Обсуждали с вами данные американской разведки на сей счет и высказывания госсекретаря США Блинкена, что есть данные о том, что китайцы близки к принятию решения о поставке летальной помощи. Значит, последние новости на сей счет. По данным уже из разведывательных кругов Соединенных Штатов, которые, естественно, были сделаны в средствах массовой информации, информацию, которую имеют американские спецслужбы, происходит не со стороны Китая, то есть не от китайских источников, а от российских источников, в частности, от российских военных. То есть, попросту говоря, американцы опять из кругов высшего военного командования России выудили каким-то образом информацию, которая свидетельствовала о том, о чем говорил потом Блинкен и директор ЦРУ Бернс. Но тут, вот с моей точки зрения, возникает еще одна такая опасность или возможность. О том, что, помните, по-моему, в предпоследнем своем видео я, так сказать, поделился с вами озабоченностью, вернее, не озабоченностью, а подозрением, что Путин и его военачальники находятся в настолько критическом положении, что вынуждены блефовать даже тогда, когда этот блеф может нанести ущерб им самим. То есть первый блеф – это Путин, который единственный, который начал распространять информацию о том, что Си Цзиньпин готов уже, дал обещание о том, что он приедет с государственным визитом в Москву. В то время, когда китайцы, не то что Си Цзиньпин, а вообще никто из официальных китайских лиц пока даже не заикнулся об этой встрече. Теперь вот эта утечка. То ли это действительно очередной великий успех американской разведки, они вытащили информацию, которую Россия никоим образом не хотела сделать и утечку, то ли россияне специально сделали утечку, вот такую же, как по поводу визита Си Цзиньпина, а теперь утечка информации по поводу того, что Китай близок к тому, чтобы принять положительное решение оказания летальной помощи России. И вот почему меня вызывает подозрение на это, помимо всего прочего. Потому что формулировка такая, видите, какая-то такая она вязкая и неопределенная. То есть китайцы рассматривают, но, естественно, не рассматривают. Они начали ее рассматривать с 24 февраля прошлого года. Хотя бы теоретически. Да? Наверняка нашелся хоть один чиновник в руководстве, даже не в руководстве, да, скажем, на среднем звене в государственном аппарате Китая, который высказал вариант: а давайте поможем. Да? То есть стопроцентная информация, надежность это, что Китай, кто-то в Китае рассматривал эту информацию. И в то же время, то есть эту возможность, и в то же время будет принято решение, не будет, Бог его знает. Вот они рассматривают и куда-то движутся. То движутся в ту сторону, не будем поставлять, то движутся в ту сторону, а может поставим. Короче говоря, это напоминает, очевидно, активное мероприятие Российской Федерации, направленное, сделанное в отчаянном положении, когда им нужно изобрести очередной мультик этой серии мультиков. Вот этим мультиком им нужно показать, что Китай с Россией до конца, друзья, братья, Китай не оставит товарищ Си, не оставит товарища Пу в бедственном положении и придет ему на помощь. Ну и вот в связи с этим продолжает обсуждаться вопрос. В средствах массовой информации, политики продолжают обсуждать вопрос. Все-таки поставит Китай. Не размышляет, что будет ли поставит, что будет, что это будет означать для военных действий на полях Украины. А если
не поставит, то что будет и так далее. Ну, давайте рассмотрим последнее движение в этом плане. Шольц дал интервью американскому аналитику Фариду Закария в его телепрограмме GPS, который раз в неделю он показывает, это его авторская программа, на CNN. Кстати сказать, за день до этого, даже за 2 дня, то есть эта программа была вчера, а в пятницу CNN и журнал Time, с которым сотрудничает Закария, приостановили с ним сотрудничество на некоторое время в связи с тем, что опять обнаружили плагиат. Вот в его некоторых статьях или программах GPS с каким-то другим интернет-ресурсом. Причем это происходит уже не первый раз. И предыдущие разы, они были несколько лет назад, были достаточно шумные, он потом извинялся. Ну и вот, как говорил Черномырдин, никогда, вот долгое время и на тебе опять. Но, тем не менее, эта программа с Шольцем вышла. Так вот, Шольц там много интересных, ну не то что интересных, но важных вещей сказал. Я остановлюсь только на одном по поводу возможных поставок оружия Китая в Россию. По этому поводу Шольц сказал: я думаю, что это будет иметь последствия, но мы сейчас находимся на этапе, когда мы ясно даем понять, что этого не должно произойти. И я относительно оптимистично настроен, что мы добьемся успеха с нашей просьбой, но мы должны быть очень осторожны. То есть его вывод, по большому счету, насчет того, что он оптимистично настроен, то, что Китай не поставит не окажет летальную помощь России, этот вывод совпадает с недавним высказыванием президента Байдена. И это, собственно говоря, совпадает, дорогие друзья, нашему с вами анализу, который мы с вами сделали вопреки мнению Госдепартамента и Центрально-разведывательного управления США. То есть мы к этому делу с вами отнеслись менее драматично. Но, несмотря на это, вот The Telegraph, британский The Telegraph и ряд других источников, ресурсов сейчас обсуждают, значит, что в принципе потенциально может предоставить Китай России. И вот что мы имеем. С 1990 года, то есть уже после развала Советского Союза, с 1991 года, скажем так, при помощи российских технологий, которые россияне отдавали тогда, вот, все разворовывалось, продавалось налево-направо. Кстати, то же самое происходило в Украине, где была напрочь распродана крупнейшая группировка, вернее, техника, находящаяся в распоряжении крупнейшей группировки войск, оставшихся от Советского Союза на европейской части, да вообще на территории бывшего Советского Союза. Потому что западные границы Советского Союза прикрывались советской группой войск в Германии, затем в Венгрии. А вот юго-восточный театр – это исключительно Одесский военный округ, ну и Киевский также округ. Было продано все практически, до минимального минимума. Вот так же происходило в Российской Федерации, но в меньшей степени. И благодаря вот этим технологиям, которые получил Китай, они создали мощнейшую, прежде всего, ракетную промышленность. Ракеты у них, как вот сейчас отмечается, они более высокоточные, более современные, имеют более высокие тактико-технические данные, чем российские. И Россия в этом отчаянно нуждается. То же касается и самолетов. Китай распродал за последние 20-30 лет самолеты 4-го поколения, которые или достались ему из Советского Союза, или же, значит, были получены после развала из России
заменили на более современные самолеты 4-го поколения. С тех пор, значит, китайцы сделали еще 2 самолета, которые, как они утверждают, являются самолетами 5-го поколения. Занимается этим делом китайская компания Avix, которая является одной из 7 крупнейших китайских компаний-производителей ВПК. И эти 7 компаний входят в 20-ку самых крупных компаний мира, куда входят также американские, британские компании. Вот, например, эта компания Avix, она больше по своим масштабам, размерам, чем англо-американская компания Biosystems. Это монстр Biosystems вообще. Одна из крупнейших в англосаксонском мире. И вот китайцы, оказывается, они даже больше по своим масштабам и объемам выпускаемой продукции. Так вот, значит, они выпустили самолет J-20, который практически копией является, во всяком случае, внешне американского самолета Raptor, а также позже выпустил самолет J-21, который является, опять-таки, внешне почти копией американского истребителя F-35. Но американцы отмечают это внешнее сходство, значит, в то же время подчеркивают, что одному Богу известно, что внутри этого самолета. То есть китайцы, так же, как и россияне при Путине, известны как мастера блефа. И то, что и создатели потемкинско-путинских деревень, которых то, что ты видишь, это не то, что есть на самом деле. Но, тем не менее, по тоннажу флота китайцы построили десятки авианосцев, крейсеров, эсминцев. По количеству единиц военно-морских сил они занимают первое место в мире, но по тоннажу и по качеству уступают американским. Есть немного областей, в которых китайцы отстают от России. Это двигатели авиационные. Кстати, вот из-за этих авиационных двигателей китайские утверждения о том, что их самолет J-20 и J-21 являются самолетами 5-го поколения, вот он ставится под сомнение. Потому что у китайцев нет лучших двигателей, чем в Российской Федерации, а в Российской Федерации до сих пор нет двигателей 5-го поколения, которые они могли бы установить на их самолет Су-57. Ну и кроме того, у России есть еще некоторые преимущества в космосе, хотя в 2021 году, если вы помните, китайцы ошеломили весь мир, в том числе Милли, председатель комитета начальников штабов, признал, что он был ошеломлен испытанием, реальным, не в мультике, а реальным испытанием китайского гиперзвукового оружия, которое, значит, китайцы запустили с орбиты. То есть это космическое оружие, которое можно запускать реально с орбиты, и это гиперзвуковое оружие. Но есть еще одна сфера, которую я не знаю, почему американцы не называют. Действительно не знаю. То ли из опасений, хотя какое может быть опасение, если реально ситуация такова. Так вот, находясь последние годы в достаточно стесненной ситуации, Российская Федерация, особенно готовясь к войне с Украиной, Российская Федерация, желая укрепить и поднять на самый, возможно, высокий уровень отношения с Китаем, фактически начала передавать все свои секреты в системе противовоздушной, противоракетной обороны. Это то, где Советский Союз, а потом Российская Федерация, то, что развивалось, начиная с конца 60-х годов прошлого века. И, естественно, значит, Россия находится, во всяком случае, до последнего времени находилась впереди Китая. Так вот, Российская Федерация в рамках китайской программы модернизации своих стратегических ядерных сил
и прежде всего с ракетно-наземного базирования, значит, начала передавать фактически технологию и помогать в строительстве китайской системы противоракетной обороны, которую Китай вот производит последние несколько лет. Китайцы собираются сделать большой рывок в этом плане, который вместе со всеми остальными их планами они планируют к 2035 году создать вооруженные силы, которые будут готовы к победе. Победоносной войне. Имеется, они не называют потенциального противника, но имеется в виду, что Соединенные Штаты Америки. Но при всем этом, значит, оценивая перспективы поставки китайской летальной помощи в России, западные аналитики приходят к выводу, что китайцы не будут поставлять свои новейшие самолеты и все остальное. Потому что самое главное, что надо Российской Федерации, это вот простые, но качественные боеприпасы, артиллерийские снаряды. И вот тут-то Китай, конечно, мог бы где-то помочь, по большому счету. Все попытки Российской Федерации до сих пор получить в значительном количестве эти снаряды из Китая, даже через Северную Корею, пока не увенчались успехом. И вот теперь, значит, аналитики западные взвешивают, может ли Китай сделать это сейчас или не может. По словам газеты Financial Times, сегодняшняя статья, Китай стоит перед судьбоносным выбором. Смысл этого выбора – поставлять или не поставлять. Поставлять открыто или поставлять по скрытым каналам через третьи страны. Ну, мы с вами обсуждали варианты, почему китайцы могут пойти на это дело. Но для того, чтобы устроить американцам типа очередную войну во Вьетнаме, втянуть их в продолжительную войну на территории Украины, оказание там разных политических, проведение разных политических маневров. Но по большому счету, вот самый очевидный аргумент за поставку летального оружия России состоит в следующем. Это по оценкам западных экспертов. Если Китай пойдет на полномасштабную поставку оказания летальной помощи, то это, в зависимости, конечно, от объема, может изменить ход военных действий на полях сражений в Украине. И тогда американцы, поняв это так считается, могут думать китайцы, окажут воздействие или начнут убеждать Украину пойти на переговоры с Россией и на заключение соглашения, естественно, на российских условиях. Вот это самое главное, практическое «за», которое, вот, как считается, могут рассматривать китайцы. С другой стороны, это то, что мы с вами обсуждали. Это приведет к совершенно полному разрыву связей экономических, технологических, финансовых, не только с Соединенными Штатами Америки, но, что самое главное, с Евросоюзом. О чем, с чего мы начали, Шольц сказал, что мы постоянно доводим китайцам по всем каналам. То есть все, если китайцы пойдут на это будет конец, экономика Китая приходит в большое уныние. Ну и считается, что, так, взвесив все за и против, считается, что, скорее всего, Китай не пойдет на этот риск. Не нужно ему, в связи с экономическими соображениями и в связи еще с тем, о чем мы говорили последние несколько видео, то, что Китай сейчас, судя по всему, на первый план своей деятельности выдвинул идею пропаганды своего мирного плана, и при помощи этого плана, значит, с этой пропаганды как бы подставить под свой контроль или расширить свое влияние в так называемом глобальном юге, то есть среди стран третьего мира. Но
Значит, если все-таки решит поставить Китай, каким образом? То есть открытая помощь считается маловероятной. Тогда возникает вопрос скрытой помощи через третьи страны. Ну и что может быть скрытой в этом плане? К чему это может привести? Во-первых, если скрытая, то есть не в полномасштабном объеме эта помощь будет, то она вряд ли приведет к коренному изменению ситуации на поле боя. До такой степени, чтобы Америка начала уговаривать Украину пойти на российские условия урегулирования. То есть тогда какой смысл рисковать экономикой и не достигнуть свои политические цели? Ну и кроме того, рано или поздно вся вот эта скрытая помощь, если она пойдет через третьи страны, она станет рано или поздно известной. И тогда опять скандал, крик, шум, санкции против Китая, разрыв экономических связей с Евросоюзом и опять никаких политических дивидендов по этому поводу. Таким образом, как пишет Financial Times, возможно, что косвенная китайская военная поддержка России в конечном итоге может стать извилистым путем к одному и тому же пункту назначения, который закончится прямой конфронтацией с Америкой. А это не надо, потому что прямая конфронтация с Америкой, это прямая конфронтация с Евросоюзом, то тот же самый результат плохой для Китая и никаких внешнеполитических дивидендов. Вторая страна, господа, у нас, как вы догадываетесь, Иран. И здесь происходят очень тоже интересные подковерные игры и спудные подземные течения, которые не всегда видны невооруженному глазу. По мнению американских аналитиков, Россия и Иран колеблются по поводу сотрудничества, поскольку это сотрудничество сопряжено с большим риском. Риском со стороны ответных действий со стороны Запада, прежде всего Соединенных Штатов Америки. Ну, вы знаете, что Иран поставил несколько сот ракет, беспилотников. Но сегодня, в понедельник, выступая в Тегеране, министр обороны сказал, что это не доказано. Вы докажите. И действительно, насколько я читал, смотрел американские и другие западные СМИ, то есть указания, есть дым, запах, но вот огня не видно. То есть за руку не поймали неопровержимыми доказательствами, что эти ракеты действительно имеют иранское происхождение. Но вот в чем что может поставить Иран сейчас? Какое главное опасение? Главное опасение – это ракеты «Фатех» и «Зинфандел». Первые ракеты летят на 500 километров, вторые летят на расстояние до 700 километров, что дальше, чем ракеты «Атакамс», которые так просят из Украины и которые до сих пор американцы не поставляют. И вот оказывается, почему, может быть, они не поставляют. Потому что, как говорят западные аналитики, Москва воздерживается, не Иран не поставляет, а Москва воздерживается от покупки иранских ракет баллистических из опасений, что в ответ Соединенные Штаты поставят Украине ракеты дальнего радиуса действия. То есть для меня это, по большому счету, эта мысль, это было откровение. Россия не решается покупать баллистические ракеты у Ирана, поскольку, по оценкам западных экспертов, в ответ в Киев, в Украину могут поступить американские «Атакамс». Несмотря
на то, что Россия испытывает очень серьезные издержки и очень серьезное давление на собственные запасы и ракет, и боеприпасов, ну, о которых мы с вами говорили. По сообщению американских средств массовой информации, Тегеран и Москва изучали возможность обмена современного российского оружия на баллистические ракеты. И закончилось это так. То есть сегодня же министр обороны Ирана, выступая в Тегеране, сказал, что ничего нового в сообщениях о том, что Москва поставит истребители, по-моему, Су-35 в Тегеран, Ирану ничего нового в этом нет. Имеется в виду, что да, он фактически подтвердил, что Россия поставит эти самолеты Ирану. Но, как сообщают западные аналитики, переговоры о поставках баллистических ракет из Ирана в Российской Федерации зашли в тупик. Отчасти, в значительной степени, из-за тех последствий, которые обе стороны опасаются, будут иметь место в отношении них со стороны Запада. С другой стороны, те же самые аналитики говорят, что ситуация, она такая зыбкая, она непостоянная. И потребность, в конце концов, все зависит, по большому счету, от того, сможет ли Россия более-менее как-то удовлетворить свои потребности в артиллерийских снарядах, в системах залпового огня, ствольной артиллерии. Если ситуация станет критической, тогда Россия может принять решение. То есть сейчас, вот, как я понимаю американских аналитиков, сейчас даже Россия не особо давит на Иран с просьбой, чтобы Иран поставил баллистические ракеты из-за атакамс. Но если ситуация станет у России критической, тогда Россия попросит. А что Иран? Ситуация в Иране то есть Иран менее опасается западных санкций или ответных негативных ходов со стороны Запада, потому что Иран многие годы, да, уже десятилетия находится под санкциями, ему чуть-чуть нету тех санкций, на которых можно его до смерти напугать и заставить его не поставлять эти ракеты. Поэтому Иран, по идее, может поставить, все зависит от просьбы Москвы. И вот что мы имеем в сухом останке. То есть Соединенные Штаты провели и Западная Европа, то есть европейские страны НАТО, провели своего рода красную линию перед Россией и Ираном в отношении потенциальных поставок вот этих баллистических ракет. США провели красную линию, европейцы сказали, что последствия будут чрезвычайно тяжелые для Ирана. В связи с этим наблюдаем, что будет происходить. А недавно, на прошлой неделе, Путин имел телефонный разговор с президентом Ирана Раиси. До этого Раиси слетал в Пекин, имел встречу с Си Цзиньпином. Причем это был первый такой его визит в Пекин иранского президента, первая встреча с китайским лидером за 20 лет. Опять-таки где-то на прошлой неделе шеф «Газпрома» Миллер посетил Тегеран. И, наконец, в ближайшее время управляющая Центральным банком Российской Федерации Эльвира Набиуллина собирается также посетить Тегеран. Считается, что целью ее визита будет интеграция банковских систем двух стран с тем, чтобы Россия могла использовать банковскую систему Ирана, которая уже приспособилась в течение десятилетий к обходу санкций, чтобы Россия смогла использовать эту же систему. Ну и в любом случае, вы видите, происходят очень интенсивные контакты, и ситуация находится
в процессе постоянного движения, постоянного изменения. Свою роль в этом деле может и должен сыграть еще Израиль. Однако я думаю, что мы поговорим на эту тему в одном из следующих, ближайших видео. А пока, дорогие друзья, должен вам сказать вот что. Значит, по тем данным, которые фактически стали уже публичными, то есть это не секрет, крупнейшие порты европейских стран забиты сотнями, тысячами единиц бронетехники и другой техники, которая направляется в сторону Украины. Значительная часть этой техники уже находится там, как сообщают официальные лица Соединенных Штатов Америки. Ну, скажем так, в приватном, в неофициальном порядке. Американцы рекомендуют вооруженным силам Украины не начинать крупную операцию до того, как поступит вся техника. Тренировка управления этой техники фактически начала происходить достаточно давно. Как оказалось, для овладения большинством видов той техники, которая поставляется в Украину, нужно бойцам ВСУ от нескольких дней до пару недель. Имеется в виду, пару недель – это для управления танками. Несколько, может быть, больше – это управление последними системами воздушной противоракетной обороны. Но в принципе, несмотря на рекомендации, которые сделали американцы, существует вариант начала наступления украинской стороны, не дожидаясь там 2–2,5 месяцев, пока все ВСУ, значит, каждый боец ВСУ освоит эту новую технику. Что считается, что в принципе может быть такая ситуация, когда контрнаступление начнется поэтапно. И вот эти новые системы вооружения будут вводиться в бой по мере того, как они будут поступать в Украину. Таким образом, в наиболее быстром сценарии все может начаться уже в апреле месяце, а если ждать рекомендаций более-менее в полном объеме американских военных руководителей, то это где-то май месяц. Ну вот, собственно говоря, такая ситуация. И поэтому, как всегда, в конце своих видео, слава Украине и вооруженным силам, подготовка к наступлению ВСУ идет полным ходом, враг со страхом ждет начала. Слава Украине, ее вооруженным силам, враг будет разбит однозначно, победа будет за нами. А вам, дорогие друзья, как всегда, выдержки, мужества и веры в то, что мы победим. До новых скорых встреч!